Привет, Арми. В тот момент, когда камера медленно включилась и экран плавно вышел из темноты, что-то мгновенно изменилось. Еще до того, как кто-либо произнес хотя бы слово, и еще до того, как участники двинулись с места, в воздухе уже ощущалось тихое напряжение. Такое напряжение, от которого сердце начинает биться чуть быстрее. Такое, которое говорит, вот-вот произойдет что-то важное. Участники BTS появлялись на экране один за другим, одетые в элегантные черные костюмы, которые выглядели чистыми, изящными и почти кинематографичными. Освещение было мягким, но продуманным, отбрасывая нежные тени, что делало все более драматичным, чем при обычной прямой трансляции. Ничто не выглядело случайным. Ничто не выглядело небрежным. Все выглядело спланированным. Тщательно спланированным. Каждый из них держал в руках загадочные таблички, улыбаясь в объектив, словно скрывая секрет, известный только им. Их выражения лиц не были кричащими или преувеличенными. Вместо этого они были сдержанными, контролируемыми, почти дразнящими. Но что действительно привлекло всеобщее внимание, так это не только костюмы. Это была не только эстетика. Дело было даже не в оформлении прямой трансляции. Дело было в эффектном появлении логотипов Netflix прямо у них в руках. Четко. В центре. Невозможно было не заметить. И мгновенно ARMY по всему миру начали задавать один и тот же вопрос. Грядет что-то грандиозное? По мере продолжения прямой трансляции атмосфера постепенно менялась от простого любопытства к полному подозрению. Фанаты прижимались к экранам. Комментарии стали поступать все быстрее. Каждое движение внезапно стало иметь значение. И тут, почти естественно, два участника начали перетягивать на себя внимание, даже не прилагая усилий. Ви и Чингук. С первых секунд, как они появились рядом, их присутствие ощущалось по-другому. Магнетически. Невозможно было игнорировать. Тэхён слегка наклонился к камере, удобно расположившись, словно он был хозяином кадра. Появилась его мягкая, но загадочная улыбка, такая улыбка, которая никогда полностью не раскрывает его мыслей. Спокойная, нежная, но полная секретов. Тем временем Чингук играл с табличкой в руках, наклоняя, поднимая и опуская ее, демонстрируя игривые выражения лиц, словно специально дразнил фанатов. Его энергия казалась легче, хаотичнее, озорнее. Контраст между ними был поразительным. Один тихий и кинематографичный. Другой игривый и непредсказуемый. И все же идеально подходили друг другу. Их химия выглядела естественной. Слишком естественной. И каким-то образом слишком идеально совпало, чтобы быть случайным. Именно тогда ARMY начали чувствовать, что здесь происходит нечто большее, чем просто прямая трансляция. Каждый маленький жест внезапно стал подсказкой, заслуживающей анализа. То, как Тэхён уверенно держал табличку BTS, не казалось случайным. Это было похоже на тихое заявление. Как будто он представлял что-то важное, ничего не говоря. Чингук поднял табличку Netflix с улыбкой, словно скрывая за ней какой-то секрет. Слегка покачивая ее. Показывая что-то в камеру. Затем отводя взгляд. Дразняще. Почти как спойлер. Они обменялись взглядами. Они тихонько засмеялись. Они постоянно реагировали друг на друга. Это не была хаотичная энергия. Это не было беспорядочно. Это казалось скоординированным. Почти отрепетированным. Как два актера, обменивающиеся намеками в сцене без слов. И фанаты, внимательно наблюдавшие, что-то знали. Такое поведение обычно означает, что грядет что-то важное. Чем больше фанаты пересматривали видео, тем больше деталей начинало бросаться в глаза. Легкие улыбки, которые длились на полсекунды дольше, чем нужно. Маленькие кивки, которые выглядели намеренными. Быстрый зрительный контакт,
который ощущался как безмолвное общение. Ничего не было громким. Ничего не было очевидным. Но все казалось значимым. Особенно всякий раз, когда Тэхён незаметно приближался к Чингуку, энергия мгновенно менялась. Внезапно кадр стал теплее. Интимнее. Интереснее. Их игривое взаимодействие выглядело как дружба двух лучших друзей, разделяющих шутку, понятную только им двоим. И почему-то AR и Муай чувствовали, что еще не в курсе секрета. Что только усиливало волнение. Через несколько мгновений Чингук поднял табличку выше и одарил всех своей фирменной заячьей улыбкой. Яркая. Озорная. Опасная. Прямо рядом с ним Тэхён наклонил голову и бросил на камеру многозначительный взгляд. Взгляд, который кажется дразнящим, почти как неявный спойлер. Неочевидный. Но намеренный. Фанаты не могли сдержать криков. Перемотка. Повтор. Приближение. Замедление. Потому что когда эти двое ведут себя особенно подозрительно. За этим обычно следует что-то серьезное. Это закономерность, которую давние AR и MUI научились мгновенно распознавать. История их этому научила. За считанные минуты ленты социальных сетей взорвались. Скриншоты повсюду. Замедленные видеоролики повсюду. Хэштеги о BTS и Netflix мгновенно стали популярными во всем мире. AR и MUI начали строить теории быстрее, чем прямая трансляция успела продолжиться. Некоторые предсказывали документальный фильм. Некоторые предполагали фильм о мировом турне. Другие представляли себе эксклюзивный сериал или закулисное шоу. Фан-монтажи, демонстрирующие взаимодействие Тэхёна и Чингука, распространились как лесной пожар по всему миру. На платформе. Волнение не просто нарастало. Оно многократно усиливалось. Создавалось ощущение глобального события, происходящего в реальном времени. Что делало ситуацию еще более подозрительной, так это их спокойный, но уверенный вид. Не было никакой путаницы. Никакой неловкости. Никакой случайности. Только тонкие намеки. Знающие улыбки. Контролируемые реакции. Очаровательный взгляд Тэхёна. Игривые поддразнивания Чингука. Это почти казалось намеренным. Как будто они молча говорили фанатам. Обратите внимание. Такие моменты редко происходят без скрытой цели. Так что теперь остается вопрос. Становимся ли мы свидетелями начала следующей эры BTS на Netflix? Оглядываясь назад на всю трансляцию, все казалось слишком идеально спланированным, чтобы быть случайным. Начиная с нарядов и заканчивая аккуратной расстановкой камер, идеальным освещением и четким расположением логотипов, ничто не кричало о «последней минуте». Ничто не выглядело небрежно. Наоборот, это ощущалось как начало тщательно подготовленного запуска. И фанаты это прекрасно знают. BTS любит намекать перед важными объявлениями. Это их фирменный прием. Превращение маленьких моментов в глобальные предположения. Но среди всех участников Тэхён и Чингук действительно оказались в центре внимания. Ви привнес спокойную, кинематографическую ауру своим глубоким взглядом и мягкими ухмылками, способными мгновенно растопить сердце. В то время как Чингук добавил хаотичного очарования своей игривой, мальчишеской энергией, от которой невозможно было не улыбнуться. Контраст между ними создавал моменты, которые выглядели так, будто взяты прямо из сцены дорамы. Не просто смешно. Не просто мило. Но завораживающе. Такие моменты, которые пересматриваешь снова и снова, даже не замечая. Снова. И снова. И снова. Комментарии сыпались быстрее, чем кто-либо успевал их прочитать. Это спойлер. Будет сериал на Netflix. Что-то грядет.
Фанаты из Кореи, США, Индонезии, Европы, отовсюду разделяли тот же восторг. Скриншоты с Тэхёном и Чингуком заполонили все фан-аккаунты. Одной только их внешности было достаточно, чтобы попасть в тренды. Даже без подтверждения. А в сочетании с этим возможным сотрудничеством ажиотаж стал неудержимым. Это не первый раз, когда BTS удивляют поклонников неожиданными глобальными проектами. Они делали это и раньше. Снова и снова. От рекордных концертов до эксклюзивных фильмов и закулисных съемок. Каждый раз они выходят на новый уровень. Поэтому увидеть логотип Netflix рядом с ними не показалось случайным. Это выглядело преднамеренно. Размещено с определенной целью. Как тихое объявление. Без произнесения слов. И каким-то образом. Эта тишина лишь усилила загадочность. Что делает этот момент еще более особенным, так это доверие между группой и ARMY. Тэхён и Чингук прекрасно знают, насколько наблюдательны фанаты. Они знают, что каждое выражение лица будет анализироваться кадр за кадром. Каждый взгляд превращается в теорию. Каждая улыбка превращается в подсказку. И все же. Они все еще дразнили камеру. Все еще играли. Все еще вели себя подозрительно намеренно. Словно хотели, чтобы фанаты это заметили. Без прямого ответа. Эта тихая уверенность делала все еще более целенаправленным. Фанаты начали складывать пазлы из прошлых месяцев. Всплыли старые интервью. Загадочные графики. Слухи о съемках. Зарубежные поездки. Секретные записи. Внезапно все стало на свои места. По кусочкам. Как пазл, медленно складывающийся в большую картину. И каким-то образом все возвращалось к одному имени. Netflix. Самое удивительное – не было никакого драматического объявления. Никакого броского трейлера. Никакой пресс-конференции. Простое живое выступление, которое незаметно переросло в глобальное обсуждение. Вот какое влияние оказали BTS. Даже их самые незначительные действия попадают в заголовки новостей. И честно говоря, немногие артисты в мире могут это сделать. Но помимо теорий и предположений, что действительно тронуло фанатов, так это атмосфера. Тэхён и Чингук не выглядели напряженными. Не выглядели слишком заученными. Они выглядели комфортно. Восторженными. Счастливыми. Ви продолжал одаривать всех теплыми улыбками. Чингук продолжал шутить, как тот игривый Макне, которого все любят. Это казалось настоящим. Искренним. И эта искренность сделала все еще более впечатляющим. В конце концов, ничего еще официально не объявлено. Но иногда самые маленькие намеки говорят громче любого пресс-релиза. И Тэхён и Чингук определенно дали фанатам множество намеков. Будь то документальный фильм, специальное шоу или что-то совершенно новое. Одно можно сказать наверняка. ARMY будут внимательно следить за каждым шагом. Потому что если сотрудничество Netflix и BTS действительно состоится, это может быть только началом. Если это сотрудничество станет реальностью, оно может открыть совершенно новую главу. Представьте себе эксклюзивные выступления. Невиданные закулисные истории. Личные интервью. Откровенные, эмоциональные моменты. Контент, показывающий более глубокую сторону участников. То, что могла предоставить только глобальная платформа, такая как Netflix, по всему миру. Для новых зрителей это стало бы знакомством. Для ARMY это означало бы сближение как никогда прежде. Когда трансляция подошла к концу, волнение не утихло. Оно нарастало. Фрагменты продолжали распространяться. Редакцией.
Это стало трендом. Теории множились в одночасье. Ожидания взлетели до небес. Потому что всякий раз, когда BTS готовят что-то новое, они никогда не делают это наполовину. Они делают это масштабно. Всегда. Так что пока что ARMY по всему миру будут пересматривать. Анализировать. Ждать. Ждать того самого уведомления. Ждать подтверждения. А до тех пор эти моменты с Тэхёном и Чингуком навсегда останутся в нашей памяти. Потому что иногда самые незначительные взаимодействия создают самые большие воспоминания. И это может быть просто затишье перед следующей большой бурей BTS. Итак, Netflix x BTS. Реально? Или просто спойлер? Поделитесь своими теориями в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления. Вскоре появятся новые обновления. Спасибо за просмотр, ARMY. И помните, следующее важное объявление может появиться в любой момент.